Ребятки, здравствуйте! Сегодня у нас техно-новости за предыдущую неделю. А поговорить есть о чем. AMD втихую выпускает самый бюджетный процессор с 3D кэшем. Слухи о RX 5050, Radeon RX 9070 XT с памятью Samsung, новые игрушки с поддержкой FSR, а также кое-что интересное. Начнем с AMD. AMD выпускает еще один шестиядерный процессор Zen 3 с 3D кэшем. Пока что никаких признаков этого процессора в розничных магазинах нет. Однако фактом является то, что процессор на базе Zen 3 был добавлен. AMD подтвердила, что этот SKU был выпущен 5 июня этого года, что делает его новейшим процессором AM4, доступным в настоящее время. Респект AMD-шкам, что не забывают о своем предыдущем сокете. Прежде чем обсуждать новую модель, стоит упомянуть, что сокет AM4 уже вступил в 9-й год своего существования, и все указывает на то, что AMD может продлить его до 10-го года, если выпустит любую модель в течение 3 месяцев. Поскольку процессоры на AM4 были выпущены в сентябре 2016 года. Ryzen 5 5600X 3D это шестиядерный процессор на базе архитектуры Zen 3, который имеет 64 мегабайта по первому поколению кэша. Это означает, что общий объем L3 кэша в этой модели составляет 96 МБ. Это та же спецификация, что и у Ryzen 5 5600X 3D. Новый процессор по сути будет потреблять так же само 105 Вт, но при этом медленнее на 300-400 МГц, чем 5600X 3D. Самое главное, стоит отметить то, что данная моделька скорее всего будет выпущена исключительно в Латинской Америке. Поэтому если и как-то их доставлять сюда, то скорее всего через барыг, что уже значительно повысит цену. Эй, братик, послушай, я тут проштудировал интернет и в поисках топовых интернет-магазинов для покупки игр и пополнения Steam аккаунтов. И знаешь, что я обнаружил? Что на Case4Gamers минимальная комиссия от 3%. Между прочим, одна из самых низких на рынке. Пополнить можно абсолютно любой аккаунт. Россия, Казахстан и много других. А ассортимент здесь действительно богатый. Игровые ключи, софт, подписки, подарочные карты и даже Windows. Приобрести очень просто. Выбираем интересующий нас товар, обязательно убеждаемся в доступности нашего региона, добавляем в корзину и переходим к оплате. Можно оплатить по СБП и даже криптой. Обязательно применяем код скидки, это каска, который сэкономит вам целых 15%. Разве это не чудо? Если возникнут какие-либо проблемы, в чем я сомневаюсь, тем не менее поддержка всегда рядом. И, наверное, не менее важная особенность — это регистрация аккаунта. Для того, чтобы отслеживать свои заказы, вдруг чего открывать различные споры. И тут же мы можем увидеть, что каждый продавец проходит обязательную верификацию, а активные пользователи получают бонусное вознаграждение. Ссылочку на Case4Gamers я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. А теперь возвращаемся к ролику. Radeon RX 9070 XT с памятью Samsung показывает худшие результаты в 3D Mark Speedway. Недавно с ребятками у нас в телеге мы обсуждали, что не зря ли покупали мы так рано RX 9070 XT, ведь AMD выпускает с памятью Samsung, которая, естественно, как многие знают, более производительная. Насчет производительности мы сейчас с вами поговорим, я вас немножко успокою, те, кто купили видеокарты на старте. А вот уже насчет температуры, как некоторые утверждают, не знаю, правда или нет, но говорят, что на памяти Samsung примерно на 10-15 градусов меньше, чем на Hynix. Кто знает, кто может подтвердить, напишите в комментах. Технический обозреватель такой-то тип, известный своим масштабным тестированием GPU, сделал тесты RX 9070 XT. 30-минутное видео включает интересную деталь, которая имеет более широкое влияние на серию Radeon RX 9070. Несколько недель назад сообщалось, что AMD начала закупать память GDDR6 для своей серии Radeon 9070 у Samsung, что делает ее вторым поставщиком. Этот обзор расширяет эту информацию, сравнивая модели на базе Hynix против Samsung. Рецензент сообщает о небольшой разнице в производительности между двумя вариантами. Разница довольно мала, если судить по тестам 3D Mark Speedway, который был рекомендован для этого конкретного типа тестирования. В целом было установлено, что Radeon 9070 XT, оснащенная памятью Samsung, постоянно работала немного хуже, чем модель на Hynix. Между моделями Samsung и Hynix наблюдается потеря производительности в 2,6%. Обозреватель обратился к AMD за комментарием, и компания якобы подтвердила, что это ожидаемо и связано с таймингами памяти GDDR6. По-видимому, память Samsung имеет более свободные тайминги, что может повлиять на производительность.
Снова же это все тестировалось только Speedway. В играх, скорее всего, разница будет вообще минимальная. Тем не менее, ребятки, спокойно, не психуйте. Если вы купили видеокарту на старте, ничего страшного. А насчет температур. Уже много проводилось тестов по поводу памяти GDDR6. Даже во времена Nvidia. Те же самые 3060 грели память до 90-95 градусов. И в принципе все отлично работало и до сих пор работает. Рабочие температуры в среднем до 95 градусов. Иксовые версии до 105 или даже 110 градусов. Поэтому, ребятки, не парьтесь, просто играйте. В любом случае, если даже что произойдет, это гарантийный случай. Но я сомневаюсь. AMD выпускает новый опциональный драйвер 25.6.2 с поддержкой новых игр. The Alters. Вчера заходил, немножко побегал. Вроде как прикольно. По отзывам тоже все очень даже неплохо. Кто играл, напишите, как вам вообще игрушка. И плюс FBC Firebreak. Далее, поддержка FSR 4. The Alters. Я вчера поставил драйвер, зашел в игру и FSR 4 не обнаружил. Комп перезагружал, но что-то как-то никак. Поддержка FSR 4 в Delta Force. Очень крутая новость, в свое время на старте я играл, и прям не хватало нормальной версии FSR. Тем не менее, уже можете играть и наслаждаться. И плюс пофиксили небольшие проблемки. В общем, если вы не играете в новинку, допустим, The Alters либо Delta Force, то можете не обновляться. Представлены спецификации PCI-Express 7.0, устанавливающие новый рекорд пропускной способности. Работа над PCI-Express 8.0 уже ведется. Тут на 5.0 далеко еще не все перешли, но это хорошо. После более чем 2 десятилетий непрерывной эволюции PCI-Express 1.0 вышел в 2003 году. PCI Siege или PCI SIG выпустила спецификацию PCI-Express 7.0. В очередной раз новый стандарт удваивает доступную пропускную способность, увеличивая PCI-Express до 128 гигабайт в секунду и до 512 гигабайт в секунду в обоих направлениях на полном канале 16X. Он предназначен для поддержки следующего поколения рабочих нагрузок ИИ, машинного обучения, облака и квантовых вычислений. В общем, для нас с вами. Для сравнения, индустрия использовала PCI-Express 3.0 почти десятилетие. Представленный в 2010 году, PCI-Express 3.0 оставался доминирующим стандартом для нескольких поколений ЦП и ГП. PCI-Express 4.0 появился в 2017 году, но был широко принят только в 2 поколениях ГП. Серия AMD Radeon 5000-6000 и серия NVIDIA 3000. PCI-Express 5.0 только недавно достиг основных графических архитектур, начиная с серии NVIDIA RTX 50 и AMD Radeon RX 90, а также последних CP Intel, по какой-то причине только в проф-вариантах. Собственно, это еще раз доказывает то, что в последнее время технологии стали двигаться в разы быстрее, чем за последние десятилетия. Основные характеристики PCI-Express 7.0. Обеспечивая сырую скорость передачи данных 128 ГБ в секунду и до 512 ГБ в секунду в обоих направлениях. Использует сигнализацию PAM4 и кодирование на основе FLEET. Улучшенная энергоэффективность, полная обратная совместимость с предыдущими поколениями PCI-Express. После завершения разработки PCI-Express 7.0 уже ведется разработка PCI-Express 8.0, призванная удовлетворить будущие потребности отрасли. Ждем с нетерпением. NVIDIA GeForce RTX 5050 получает память GDDR6. 20 бит в секунду. Появились новые подробности. По данным Mega SIS GPU, инсайдера с очень хорошей репутацией в отношении оборудования NVIDIA. Грядущая видеокарта RTX 5050 будет оснащена памятью GDDR6. Эту видеокарту мы освещаем уже несколько недель. Фактически с тех пор, как на рынке появилась RTX 5060. Появились слухи о еще более медленной настольной видеокарте Blackwell. Несмотря на плохой прием моделей 8 ГБ с графическим процессором GB206, NVIDIA ускоряет свои планы по запуску RTX 5050 примерно в июле. Эта видеокарта станет первой и, вероятно, единственной моделью с графическим процессором GB207, самым маленьким процессором Blackwell на сегодняшний день. Она также будет использоваться в мобильном варианте. Инсайдер сообщает, что настольная видеокарта 5050 будет использовать модули памяти DDR6 на 20 бит в секунду, что соответствует скорости серии Radeon RX 9000 серии. Ожидается, что 5050 выйдет в следующем месяце. И вот у нас есть характеристики данной модельки. Архитектура 207, CUDA ядра 2560, память 8 ГБ, скорость памяти 20 бит в секунду, шина памяти 128 бит, пропускная способность 320 бит в секунду и ТДПшка 130 Вт.
На самом деле кушает много, даже получается больше, чем 4060. 5050 звучит интересно, так как здесь будет использоваться последний чип Blackwell. Но насчет технологий различных все это сомнительно. Почему? Потому что, как вы знаете, генерация кадров хорошо работает на тех видеокартах, где нативный FPS больше, чем 60 кадров. То есть, чем выше нативный FPS, тем у нас более четкая, недерганная, без артефактов, без задержек картинка с генерацией кадров. И все, что мне приходит в голову для данной технологии, так это RTX 5060 Ti. Средняя видеокарта, на которой действительно можно использовать генерацию кадров, и даже нужно. 5070 Ti это, я считаю, сомнительно, потому что видеокарта мощная, она тянет любую игру. С 5050 ровным счетом наоборот. У нас частенько будет меньше, чем 60 FPS. Может быть даже меньше, чем 30. И когда вы включите генерацию кадров, то получите не очень приятную картинку. Тем не менее, очень хорошо, что у нас будет 50-50. В мобильном сегменте, думаю, самое то. А вот что будет МДшки делать, интересно. Потому что были слухи по поводу 9080 XT. Видюха должна составить конкуренцию 5080. 5090 навряд ли. Но, возможно, что-то приближенное к 4090-5080. И там якобы память будет использоваться GDDR7. Об этом я писал в телеге. Звучит интересно. Очень ждем. Насчет RX 9050 пока слухов никаких не было. И напоследок, Asus RTX 5090 DH Hub, надеюсь правильно назвал, с автографом Дженсона продана за $24200 США на благотворительном аукционе. Вот данная красотка, видеокарта действительно красивая, и автограф Дженсона. Видюшку продали за рекордную сумму $24200. Подождите, не плюйте в экран. Деньги будут переведены в фонд, который представляет благотворительную помощь, медицинскую помощь, помощь при стихийных бедствиях и образовательные услуги. Они также поддерживают программы по защите окружающей среды. Хотя не ясно, как они рассматривают игровые GPU мощностью 600 Вт с точки зрения экологии. Новости предыдущей недели мы с вами рассмотрели. Если хотите принимать дискуссии, о чем-то пообщаться и получать последние новости из мира технологий и различных игрушек, подписывайтесь к нам в телегу. Ссылочка будет в описании. А если у вас есть желание и самое главное возможность, можете поддержать мой канал на Boosty. Там же есть архивчик для оптимизации Windows 10 и Windows 11. Все делается вручную, плюс видеогайд присутствует. Как-то так, ребятки. С вами был Каска. Желаю высокого FPS.